В общем, с котиками, но с плохими новостями. Решила сразу вам рассказать. Сегодня умерла Василиса. Это бобриха, которая старенькая у меня была, которая, собственно, родила у меня же бобренка. Такая, помните, она больная совсем попала, я ее лечила. Она у меня сейчас жила больше 2 лет. Ну да, чуть больше 2 лет. И сегодня мы ее нашли уже мертвой. Почему, не знаю, но полагаю, что старая, потому что по ней было видно, что старая. Нашли ее спящей, то есть она вот как типично бобры спят на спине. Я даже вначале не поняла. Просто было странно, что она спит снаружи домика, а не в домике, потому что обычно она в домике. Не знаю, сейчас буду связываться с Машей, будем мы делать вскрытие, узнавать, что случилось или нет, потому что в целом, ну, она действительно была очень старая, это было очень видно по ней и по движениям, и, ну, по внешнему виду она была вся седая. Так что вот так прям грустненько, какой-то невезучий год по поводу бобров. Эти животные жили со мной 2 года, ну, сын ее или дочка, учитывая, что мы поняли, что мы ничего не умеем определять у бобров с полом, продолжает у меня жить, и так и будет, видимо, жить у меня. Единственное, на самом деле, о чем я жалею, о том, что я его не приручила. Потому что вот эти вот моменты с выпуском, непонятно вообще, будет он этот выпуск, непонятно, куда его выпускать, когда. И по факту со мной сейчас живет бобр, который вообще не ручной. И даже если вот с ним что-то будет происходить, мы даже его не можем никакие манипуляции с ним сделать. То есть в плане там лечения и всего остального, чего там могли. Вот Муру-то мы очень долго тянули с лечением, ну там практически, ну очень долго. Не год, конечно, но очень долго его тянули, и он жил. Так что вот так, какой-то прям не бобриный год. И я очень, конечно, расстроена, потому что, ну, сил очень много вложено в них. То есть, ну, реально очень много. В том числе в Василису, когда она ко мне только попала. Это уколы 5 раз в день. То есть это была еще та эпопея. И, конечно же, ну, я привыкла, что они есть, что они живут, что я каждую ночь слышу, как они что-то там грызут, что я каждое утро прихожу, вижу их, вижу, как купаются, и, в общем, сложно все это всегда. Но как есть. Если будем делать вскрытие, то, конечно, расскажу вам результаты. Но, учитывая, как она лежала расслабленно, такое ощущение, что она прям ушла во сне. Ну, то есть она прям вот лежала на спине, как будто спала. Как бобры спят. Кошка, что-то есть, что добавить? Вот так вот. Такие новости. А котики, как всегда, рады. Да. Что у нас еще из новостей? С остальными, благо, все хорошо. Это радует. Но такое. Еще и погода такая, знаете, пасмурная, нагнетающая. И все это очень расстраивает прям. Мне кажется, он еще заматерел. Он прям вот, не знаю, как объяснить, он был более тонкий, а сейчас он более мощный. Я все хочу как-нибудь вам снять видео, но мне нужна будет чья-то помощь. В сравнении, я потому что сама до сих пор их не сравнивала, представляете, Куна и Бегемота. Потому что, ну, они характерные оба. В какой-то степени даже побаиваюсь драки, хотя у меня никто особо так не дерется жестко, ну, кроме Сингапура с кунами. Да, да. Ты только людей любишь, мы тебя поняли, да. А этот еще и кошек любит. В общем, он прям, мне кажется, заматерел как-то еще больше. Он прям такой, не знаю, как объяснить, мощный стал. Да. В общем, не знаю, что вам еще рассказать. Расстроена я очень, потому что это всегда неприятно. Еще я поймала себя на мысли, что мне очень тяжело дается сообщать такие новости. Я не знаю. То есть я вот реально восхищаюсь реабилитационными центрами, в которые поступает очень много больных животных. И, естественно, там очень большой падеж. И они, ну, прям рассказывают про это. Я не знаю, то есть вот я бы не смогла. Ну, то есть не смогла бы вот от такого потока. Мне прям каждая смерть дается очень тяжело. Даже когда она как бы ожидаемая, и когда вроде как, ну, вот как с Мурой было там, то есть, ну, он прям очень долго болел. Ну, прям мы его лечили, ему то лучше становилось, то хуже. И вот эти какие-то качели были, и, то есть в целом было понятно, что, ну, конечно, мы надеялись, что все будет хорошо, потому что были просветления всегда какие-то. Но были такие состояния, что у него, что в целом было понятно, к чему это все идет.
но все равно невозможно к этому подготовиться. А также с Василисой, как бы я вот адекватно понимаю, что она старая была, что у нее там не было одного глаза, что она даже, ну, по походке было видно, что она старенькая такая-то с самого начала. Вот, в принципе, жизнь ее потрепала еще с этими укусами, ну, когда вот она ко мне уже попала, что и другие бобры побили. Но все равно, когда вот так вот вроде, ну, вроде да, возраст, но это все равно неожиданно, потому что, ну, я не ожидала сегодня, она не болела, ничего, она ела, она грызла, как всегда, все подряд, и железо, и вообще все просто грызла. И тут раз, и вот так. И я не понимаю, как к этому. Мне очень сложно всегда про это сообщать, потому что, я не знаю, мне сложно вот такими моментами. Я, наверное, такой человек, что когда у меня что-то прям плохо, я ухожу в себя, мне сложно делиться вот этим. Возможно, какого-то еще осуждения боюсь, хотя я понимаю, что там моей вины никакой нет, и я всегда стараюсь как можно больше дать животным, даже которые там старые, не старые. Но мне прям вот, я просто такой один человек, что привыкла уходить в себя. И все это внутри себя переживать, и мне тяжело такое сообщать. Тяжело всегда думать. Я вот каждый раз захожу в этот дом, я каждый раз проверяю енотов, мне каждый раз страшно, потому что вот я не знаю, как это объяснить, мне реально страшно, потому что я понимаю, что у меня 2 очень возрастных енота, то есть которые прям, ну, очень возрастные. Я вообще сейчас понимаю, что много животных, ну, возрастных. И из-за этого немножко страшно. Та же вот рысь, которую я выкупила у охотников, она что же, ну, как бы возрастная. То есть это не... Ну, она, я надеюсь, что еще очень долго проживет, но, тем не менее, у нее все-таки большой же возраст. Да и мои, конечно же, не молодухи, но все равно не так много. Вот енотикам, да, тоже очень много. У нас только, получается, молодые Горы и Пикачу. Ну, Гора как молодая, я уже тоже под 10. Ну, там около 9, наверное, 8-9, около 10. А остальные вообще уже старенькие. Вот, решила с вами сегодня этим поделиться, что всегда это очень страшно, и это, наверное, поэтому я каждый раз там котят каких-то оставляю, мне, вот, и чтобы было за что цепляться, потому что когда я понимаю, что, ну, вот у многих там возраст такой уже приличная. У того же куна. Для куна приличный возраст. Они могут и 20 лет прожить, но зная их проблемы с сердцем, совсем, то есть я всячески пытаюсь его, естественно, поддерживать, даже вот с этими витаминами, которые сама даже сделала, потому что, ну, вот хочется как-то хоть где-то подложить, так сказать, и перестраховаться, но я понимаю, что возраст, склонности к определенным болезням все-таки у определенных пород они есть. Вот эти молодые. Надеюсь, все с ними хорошо будет. В общем, расстроенная сегодня. Извините, что вас расстраиваю своим нудьем. Но, наверное, в этот раз мне захотелось выговориться. Вообще, конечно, люблю эту комнату. Я прям что-то, мне кажется, сбегаю от всех проблем, потому что, ну, пока ребенок спит, я могу побыть без ребенка. Здесь так уютненько получилось. Все-таки не зря я все здесь делала. Видели спаривание Николь и Бегемота. Может, у них получится. Потому что она явно, видимо, решила пролететь в этот раз. Ну, не знаю, либо не сложилось, либо что-то еще. Ну, и, в принципе, и ладно. Вот а Николь спаривалась, посмотрим. Старался. Ну, судя по животу Амалии, который сейчас у меня дома, там прям далеко не 1 и не 2 котенка. Посмотрим, сколько родится. То есть, в принципе, он, получается, может давать, наверное, большое количество котят. Ну, не одного, как с Барби получилось. Ну, с Барби, в принципе, у него был первый опыт. И кто меня там вылизывает? Зачем ты меня вылизываешь? Все меня лижут. Такие вы хорошие. Такие любимые. Коты. Да. А ты вообще не хочешь, да? Хотя вот я чувствую, что у нее спаривания были, потому что у нее вот здесь, ну, как бы, покусы есть. Соответственно, он ее фиксировал. Потому что, по идее, ее сестра должна забрать, как они отспариваются. Я хотя ее уже очень люблю, не хочу отдавать, но я обещала. Вот прям вижу, чувствую, у нее здесь фиксации были. Потому что бегемот очень жестко фиксирует и всегда остаются следы. Да. Сейчас будем смотреть твои соски. Ой, это потом. Надо тебе когти подстричь, это потом. Больно.
Хорошо при лактостазе такого кота иметь, который будет то потом грудь разминать.